Ожидание модели – это всегда состояние творческого предвкушения и вечные дилеммы, какие продукты выбрать, что смешать и, собственно, в каком стиле сделать макияж. Как показывает жизнь, решение приходит, скажем, по ходу пьесы. Зачастую достаточно доли секунды, чтобы понять направление творческой мысли, ну а далее – дело техники. В любом случае, для начала увлажнил кожу сывороткой от Анны Мюллер, и так как состояние кожи в принципе хорошее, я скорее предпочту более легкую консистенцию тональника. Поэтому добавил каплю сыворотки в тон от Belor Design, и судя по лунному загару моей модели, немного пигмента, известного в моих кругах как дочка пекаря, точно не помешает. А вот для проработки деталей использую корректор от Barbershop. Извините, но позволил себе использовать, не побоюсь этого слова, мужской продукт. Визуально мне нужен эффект воздушного сияния кожи, поэтому в пудру от Belor Design добавил молекулу рассыпчатого белого хайлайтера от J.Cat. И, следуя логике лунного загара, выполнил мой вальс пудроведа. После применения пудры немного увлажняю губы бальзамом от Estelle. И, следуя творческому порыву, использую темно-бежевые тени от Nico Baggio и очень деликатно затемняю по контуру, то есть традиционно сфуматирую, заканчивая мою игру света и тени. Пудровые румяна от J.Cat наношу более вертикально. Вот совсем мне не хочется следовать классическим канонам. Наношу на скулы, внешнюю часть века и совсем чуть-чуть в области виска. Просто нанести тени, конечно, можно, но по моей традиции экспериментатора я использую стойкую матовую помаду от Maybelline Big Apple. Честно говоря, еще ни разу не применял этот продукт в его прямом назначении. Цвет весьма рискованный, в смысле на губах, а вот как тени – самое то. Затем делаю дымку, не то чтобы специально. Если вы обратили внимание, линия века анатомически немного опущена, поэтому, не уходя в макияж Дивы Лолы, я затемняю внешнюю часть века и слегка корректирую глубину и контур носа. Судя по форме бровей, моя модель принадлежит к соболиному племени со всеми прелестями широкоформатной красоты. Брать в руки пинцет – без вариантов, а вот прорисовать форму карандашом от Art Deco и затем зафиксировать эту красоту гелем от Belor Design выглядит логично и вполне реализуемо. Я не случайно решил использовать свою авторскую бигудилку. Нисходящая форма века требует хорошо подкрученные ресницы или индивидуальные пучки. Клеить реснички я как-то не планировал, так что быстро подкрутил и перешел к нанесению туши. Вы же понимаете, я с Кавказа, и тушь, особенно черная, и каял – это как святая святых. Тушь от Belor Design, каял от Романова Makeup. Мне думается, что румяна нужно слегка охладить, но не сам цвет, а добавить нужный оттенок, что я и сделал продуктом от Too Cool for School. Создавать новомодные губы-губоньки я не планировал, но карандашом от Luxe Visage в оттенке нудяшки все же обозначил контур и как бы визуально нарисовал этакий натуральмончик без излишеств. Затем легендарный вуаль света от Guerlain. Люблю эту пудру уже более 20 лет, и она меня еще ни разу не подводила. И, конечно, финальный штрих – блеск для губ от Max Factor. Совсем немного, чтобы сбалансировать глазки и, так сказать, оживить молодость с легкой долей гламурного шика. И, пожалуй, этот блестящий нюанс завершает мои маневры, что в принципе создает гармонию в моих визуальных фантазиях. Желаю всем удачи и красивых вам макияжей.